Всем доброе утро. На часах время 4:30, и я собрался в свой безумный велотрип. Толком и не спал, не знаю, сколько я спал. Я лег спать 10, проснулся в час, потом еще как-то доворочился до 3, и в 4 все-таки встал, потому что чувствовал себя как-то не очень. И такой думаю, да ну блин, не надо, наверное, сегодня никуда ехать. Что-то голова болит, что-то как-то это. В общем, я если что решил, то уже толком потом не сплю. То есть по факту я спал максимум 4 часа, то так себе. Ворочался. Думаю, поеду. Сколько проеду. Еще сейчас такая тишь да благодать на улице, прямо не ветерка. А с обеда будет ураган. Посмотрим, докуда я доеду. За плечами рюкзак я собрал, будь здоров. Теперь я понимаю, почему люди пьют в дороге все эти сублиматы, потому что они занимают меньше места. Почему люди эти с водой рюкзак таскают на спине? Потому что это проще, чем таскать, удобнее эргономически, чем таскать рюкзак с бутылкой водой. В общем, у меня в рюкзак тяжеленный, там 1,5-литровая бутылка воды, куча углеводов, еды, сладостей. Кстати, шоколадки я забыл, баран. Ладно, хрен с ними. И буду сначала опустошать рюкзак, пить с рюкзака. У меня еще 2 бутылки полные. Сейчас у меня происходит подзарядка всех гиретов, которые есть на велосипеде. Плюс я сейчас сменю эту заднюю сумку подседельную на больший размер, потому что я тут еще насобирал кучу, что я хочу взять с собой. Погнали. Все, собрался с горем пополам. Цепь запасную решил не брать. Вот это вот зажим, чтобы клеить. Камеры тоже для цепи, ключики тоже не стал брать, и смазку тоже не стал брать, потому что у меня только проваренная цепь, на 300 километров ее должна хватить. Что еще? Поставил большую сумку, туда всунул огромный пауэрбанк, не знаю, надеюсь, не оторвет ее нахрен, потому что сейчас эта сумка весит, будь здоров. 2 запасных камеры взял. Ну там набор для клеения камер, мультитул, что там еще, ну так, по мелочи. Погнали. Выезжаю, еще надо заехать, денег снять, в общем, организационных моментов миллион. Все, снял денег, поехали в сторону Висмара. Машин еще даже нету, так рано, хотя уже, наверное, сколько? Ближе к 5 утра. И пятница сегодня вроде рабочий день, где все, конечно, большие у меня сомнения насчет всего этого мероприятия. Во-первых, моя физическая форма что-то оставляет желать лучшего. Я как-то думал вкатиться, гонял всю неделю. Вчера мы с Русей проехали буквально 34 километра, и я прямо выдохся против ветра вот это гнать, маслать, и всю неделю я маслал, в общем. Я вместо того, чтобы как-то подойти вкатанным к этому сегодняшнему велотрипу, я подошел убитым. Плюс одежда. Я вообще не брал никакой дополнительной одежды, просто вот спортивная кофта адидасовская. И все. Сейчас вот довольно-таки свежо с утра. 3 пункта, короче, слабых. Моя физическая форма, моя одежда и велосипед, покрышки, потому что там между Ростоком, даже уже между мной и Висмаром, это 100 километров, практически всегда по гравию. Эти покрышки вообще не подходят для такой езды, особенно на такие расстояния. В общем, я уже начинаю замерзать. Плюс рюкзак слишком большой для таких длительных поездок. У меня спина начнет отваливаться после 50 километров первых.
Плюс еще я толком не спал, реально. В сумме 4 часа, из которых я очень плохо спал. Напоминаю, кто не в теме, что я собрался проехать с дому. Мой дом не адрес и не улица, а Федеративная Республика Германия. Ее север, ост, точнее, восток, восточная часть, ближе к польской границе, на Балтийском море. Город Рыбниц-Дамгартен до города Шверин я собираюсь проехать. Google Maps показывает 126 километров. Ну, короче, если туда-сюда, то 252, да? Нет. Да, 252 километра. Максимально я в том году, прошлым летом проезжал 200. Ну, как бы, да, теоретически могу осилить. На практике, не знаю. Ветер. Сегодня с обеда будет ураган. Ох, солнышко выходит так хорошо прям. А? Вон там пик церкви. Вон там я живу, с той стороны залив. Оттуда я только что выехал. Еще, конечно, меня мой настрой смущает. Это не тот боевой настрой, когда вообще типа пофиг, доползу. Я сейчас прямо деньги на пояс у меня с собой на обратную дорогу, если типа вдруг почувствую, вот эта старость, начинаешь жопу прикрывать, типа, ну, доеду до Шверина, а там, если уже сильно устану, то сяду на поезд, на поезде обратно поеду. Поставил Ире еще фаротрегер, ну, велосипедное крепление на машину, если что, приедет, меня эвакуирует. То есть подстраховался максимально. А это уже настрой такой пораженческий, типа. Чуть что такое, все, не могу больше. Мне через 2 дня на работу. Раньше я ехал просто на фонарь. Садился и ехал без запаски, без ни черта. Ну, в последнее время с запаской вот, хотя бы, а до этого без еды, без ничего. Сел, полетел. На такие расстояния, правда, раньше не ездил. Ну, например, 100 я ездил без ничего просто. Потом постепенно жизнь тебя учит. Там, сям, там закончилась еда раньше времени, там деньги, там зарядка, там запаска. И ты такой постепенно это все подкупаешь, собираешь, продумываешь наперед все варианты, которые могут случиться, поломаться в дороге, закончиться. Уже опыт такой приобретаешь постепенно с годами. Сюда еще можно добавить задницу, которую я натер сиденьем МТБшным за эти несколько дней последних. Все как-то не очень хорошо выглядит. Смотрите, никого. Раннее утро, залив, восход солнца. Дох один рыбак, он уже сумасшедший, ловит рыбку. Показывает 7 километров, 7 часов, то есть до Шверина. Но я не знаю, с какой скоростью он считает. Если он считает по 20 километров в час, то это по идее 140 километров. То есть он меньше считает, или он задает уже паузы туда, в эти свои подсчеты. В общем, 7 часов в одну сторону, это если ехать быстро и паузу делать так же быстро и редко. Сегодня основным решающим фактором, мотивирующим все-таки выехать, был мой язык. То есть я максимально растрезвонил, что в пятницу я выезжаю в Шверин. Что бы ни случилось, я выезжаю в Шверин. И сейчас выключу свет.
Включил навигацию в Google Maps. Дорогу-то я, конечно же, знаю, но пусть он мне в наушниках говорит все-таки вправо, влево. Ну и вот, значит, максимально я разболтал. У меня там появились заочно пока немецкие друзья, велосипедисты из местных. И вчера этот чувак, который меня пригласил, в общем, я уже 100 раз рассказывал эту историю, эту акцию немецкую, штат Рады. Он меня туда позвал, ну и там что-то переписывались. И тоже в Рыбнице живет такого возраста, как я, где-то плюс-минус. Тоже они гоняют на великах так плотно, я смотрю. Короче, он мне вчера написал, типа, вот мой телефон, номер. И вообще мы в пятницу собираемся на стадионе, потому что у нас дети будут там что-то делать. И мы там всем собираемся. Подъезжай. Я такой думаю, что к чему, я вот подъеду. Смотри, ну я понимаю, мы бы собрались и поехали на великах сразу. А так, типа, они хотят на меня посмотреть. Или что, попьем там пивко. Я там бред какой-то, расскажи по-немецки про себя. Нет, такое не мое. Это вот прийти, типа, о, алло, Алекс. Соберемся уже сразу тогда в велотур. Такие смотрины мне не нравятся. Ну и, короче, я ему пишу, что это не, я, типа, в пятницу собрался в Шверин на велике, не знаю, там, ветер, правда, будет. И он мне уже такой, там, фишпас, все дела, пожевал. И как бы в Страве он на меня тоже подписан, соответственно, он будет видеть, что никуда я не ездил в пятницу, что я просто балабол и сквозняк. Плюс на своем канале я тут в прошлых видео натрещал максимально, что я собираюсь в Шверин. Ну то такое, там никто не смотрит, там как бы пофигу, что я там болтаю. А вот перед Ирусей было стрёмно, потому что она меня максимально отговаривала. Ну ты что, так далеко, нафиг это надо? В отпуске себя загонять вообще, вместо того, чтобы отдыхать. Я такой, нет, надо. Душа вот это вот ветра, спирит этот зовет. Все, я, короче, там неделю собирался, что-то подкупал, готовился. И мы всю неделю про это говорили, обсуждали. Я такой думаю утром, да, наверное, не поеду, что-то голова побаливает. Думаю, как вот я буду ей в глаза смотреть. Она скажет, конечно же, хорошо, что ты не поехал, красавчик. А сама подумает такая про себя, вот балабол, все понятно с ним. Я такой в 4 утра встал, сна не в глазу, не в одно, в 4, в 3. Я еще полчаса лежал, а потом полчаса еще собирался, кофе пил. И, короче, и думаю, ну что толку я буду сейчас сидеть? Она проснется часов 8. Я вот сейчас буду маяться, сидеть. Поеду, короче. Жалею только, что не выехал в 3. Что вчера всю эту еду, все это не собрал до конца. Я просто вчера уже не хотел лишний стресс создавать, вообще не заснул бы. Потому что вот это ночное и раннее утреннее время, но самое благодатное. Ты едешь, ты вообще не чувствуешь ничего, ни усталости, ничего. Ты часов 5 можно проехать просто и не заметить даже. Хотя решил вдоль моря. Эта дорога самая мне понятная, самая простая, самая такая, которую я знаю, которую я уже изъездил вдоль и поперек. Не за раз, не за один раз, правда, а частями. То есть это всегда по прямой до Висмара вдоль моря. И потом от Висмара до Шверина тоже точно такая же прямая, только уже вообще асфальтированная шикарная дорожка. Да. Блин, фиг никого нету. Офигеть, это я сороня. Где люди вообще? Халю? Что случилось? Так-то уже начало 6-го, наверное. Километров 10 уже проехал. Или около того. И уже рюкзак жмет, лямки жмут. Уже не камильфо. Сегодня ожидается восточный, то есть после обеда. То есть это как раз, если я буду ехать когда, если и когда с Висмара домой, что в сторону Ростока, это будет как раз ветер в лицо. Единственное, что утешает, что где-то
с 6-7 часов вечера этот ветер начнет стихать. По идее, я как бы где-то уже вечером в этом районе и буду ехать домой. Ну, намного раньше, я думаю, уже после обеда где-то я там буду. В общем, картина с ветром выглядит удручающе. Блин, уже не той дорогой поехал. Через лес он меня ведет сейчас. Вообще не хотел через лес ехать. Ману. По лесу ехать не хотел не из-за животных диких, это все фигня. Эти дикие животные больше боятся тебя, чем ты. Дорога здесь убитая, плюс еще Google в этом лесу любит вести через болото. И там потом объезжать чигирями, блин, жопа. В общем, постараюсь в этом велотуре зажить особо длинные истории не рассказывать, а чисто коротко по факту, где еду, как себя чувствую, как состояние. Чисто такой технически сугубо сухо. Постараюсь, по крайней мере, чтобы это видео не получилось на 2 часа. То есть будут короткие включения, где и что я в таком режиме. Очень слабое звено в этом туре покрышки. Они вообще не подходят для такого. Заказал себе новые покрышки от Pirelli. Французская фирма Pirelli. По 50 евро каждая. Короче, на 100 евро заказал. 4 новых камеры еще заказал. Потому что отказался я от мысли без камерки, потому что в таких рейсах, в таких путешествиях, если пробила покрышка, то уже все. Вот, гаси свет. А с камерой взял, поменял и поехал дальше. В общем, да, заказал, но они не пришли еще. Я их только позавчера заказал, не успел я. Надо было раньше сообразить. Я вообще не собирался, не хотел до последнего, думаю, потом когда-то. Но просто буквально там 3 дня назад я в очередной раз зашел за велосипедом с утра, а он стоит пробитый. Я просто уже устал. Эти покрышки сейчас я заказал, они там усиленные, с усиленным протектором, со всеми делами. В общем, дорогие, хорошие покрышки. Плюс я еще их заказал поуже. Это у меня сейчас стоят 40 мм. Я заказал 35. Надеюсь, буду чуть побыстрее ездить. Хотя протектор там грубее. Посмотрим. Я, конечно, дишпант. Хотелся на полянке проверить, или Strava все записывает. И реально, что было и такое. 15 километров проехал, уже не почувствовал ничего. Вот это езда с утра. Милое дело. Она себя записывает. Было такое, что, блин, едешь, а ничего не записывается. И потом обидно. Я вот не припоминаю, чтобы этот шлагбаум был закрытый когда-либо. Надеюсь, там можно, болото не разлилось на весь лес. Слева летит сокол или какая-то вот хищная птица. Улетел. Пока что я из живности встретил сокола, зайца впереди меня бежал по дороге, белка только что перебежала дорогу. Все, пока волков, кабанов диких и медведей не встречал. Еще косулю вон только что видел, стояла на дороге. Очень бодро иду, еду. Вообще все рекорды надо ставить рано утром. Вообще на изи тогда. Ладно, дорос такая еще 14 километров, варно минут до 7 километров. Вот это я бодро. Вы же считаете, Марк Графенерхайде. Никакие болота он меня не водил, прямо через лес шикарно было. Обратно надо тоже так тогда ехать. Офигенная сумка. Здесь как раз вот внизу ложится мой
огромный пауэрбанк. Но есть косяк. С заднего фонаря вообще не видно. Я не знаю, куда его. Куда? Непонятно. Сумка эта прямо мощная. Она в два положения делается. Ее можно, в принципе, попробовать собрать. Может быть. Что она не прямо тебе полная. Ладно, я вроде сегодня не планирую особо по трассам ездить, чтобы включать задний фонарь. Посмотрю сейчас скорость среднюю. Мне прямо интересно, что я... Как мне кажется, что я лечу. 25 километров проехал, не так уж и быстро, 21,4 скорость. Запечатлю еще тот момент, когда я нормально себя чувствую. Мне хорошо и весело. И мне кажется, 250 километров на изи. И как я буду потом умирать, когда буду ехать обратно. Сравним потом. И такие зрители такие: блин, а он так-то и вначале не особо-то выглядел. Погнали. Плевался, когда с МТБ пересел на гревел. Как неудобно, как так на этом вообще ездить? Блин, а сейчас я вообще такой думаю, как я вообще на МТБ ездил раньше? Это же жопа. Ну, то есть... там все не подходит для длительных поездок. А я на нем 200 километров в прошлом году ездил на МТБ своем. Я не знаю. Я теперь уже не могу без гревела. Я сейчас нахожу гревел самым вообще подходящим и удобным велосипедом. Сейчас вдоль моря, прямо вот здесь вот, в 20 метрах с правой стороны уже пляж, море. И Google Maps настойчиво ведет меня по пляжу. Вот он, типа, вот каждые 2 секунды Рекс Аббигин, типа, на пляж поверните. Поверните направо и потом сразу налево. То есть это по пляжу, по песку. Вот он не хочет, чтобы я по этой дороге ехал. Каждые 2 секунды мне напоминает Рекс повернуть направо. А там море. Вот здесь вот море в 5 метрах. За этими деревьями. Доехал до залива. И тут через него можно перебраться только на пароме. Здесь он плавает, ездит. И как раз я хочу проверить, или мой абонемент Deutsche Ticket здесь действует. Вроде должен. Напомню, у меня есть предприятие, есть такой немецкий Deutsche Ticket на все виды общественного транспорта. То есть на поезда региональные, на все автобусы, на все трамваи. И вроде бы паромы тоже там. Стоит этот абонемент 58 евро в месяц, из которых 50 перенимает за меня мое предприятие. И я плачу только 8 евро в месяц. Сейчас мы заодно и проверим, можно ли на нем, на пароме тоже. Ist wie ein Fahrrad. Doch. Ach so, Fahrrad noch. Ist wie ein Fahrrad. Ja, wenn er zusammengeklappt ist, dann. Ja gut, ich habe nicht zusammengeklappt, ich bin ja gerade hier angekommen. Ja, dann einmal zusammenklappen. Ich wollte fragen, gültig Deutschland-Ticket, ja? Aber für Fahrrad muss ich extra bezahlen. Im Automat, oder? Oder hier bei mir, eins vorbei. Wie teuer ist das? 1,30. Moment. Auch zusammenklappen! Also, da ist mein Deutschland-Ticket irgendwo. Ticketskarte. Hier. Yep. Und Fahrrad jetzt. Fahrrad. Ich habe 50er. Geht, ja? So. Halt. So.
Giraffe, ne? 40 Jawohl, danke. Все. Заезжаем. Короче, здесь он тикает, здесь катит. Единственное, что мне за велосипед надо было 1,5 евро доплатить. Ну, это вообще мелочи. Правда, я не собирался полтинник свой разменивать в каком-то крайнем случае. Я его собирался разменять. Ну ладно. Прямо до Ростока на изи доехал. Класс, паром обжаю. Так, ну что, я добрался до Варнемюнда, Росток, Фарад мой, он же велосипед. Это паромчик, друзья. Там солнце встает. Там моя сторона, здесь сторона Ростока уже. И теперь с Ростока мне до Висмара километров, наверное, 70. 65. Ой, красота вообще. На 30 километров до Варнемюнда. И не так уж быстро я еду. 28 средняя скорость в час. Ну, вообще на изи еду, получается. Я такой думал, я гоню. Не, очень даже я спокойно еду. Варнемюнда спит, все закрыто. Я в прошлом году по этому маршруту свои 200 ехал на МТБ. Тоже через паром, на пароме, на Варнемюнда, потом до Висмара и обратно. До Висмара ровно получается 100 километров. Туда-сюда 200. Вот здесь вот я в Юнге уже сидел, кофе пил по дороге туда. А сейчас оно даже закрыто. Я сегодня красавчик. Сегодня хорошо пораньше выехал, но мог бы еще раньше. Один фиг не спал толком. В прошлом году, я помню, я хорошо с ветром боролся, когда туда-обратно ездил. До Висмара и обратно. Если в этом году я хотя бы до Шверины вот так на изи доеду без ветра, то это прямо есть шанс на победу, если что. Ну, то есть я сейчас вообще проснулся такой. Мне даже не хочется ворчать и жаловаться. Прекрасно себя чувствую. До Ростока долетел, прям вообще не почувствовал ничего абсолютно. Никакой ни усталости, ни жопа не болит. Прямо не хочется остановиться, кофе пить там, заседать. Хочется прямо до Шверины долететь вот так на одном дыхании махом, даже не останавливаясь. Посмотрим, как все сложится. В своем амплуа начинает вести какими-то тропинками. Знаете, что сейчас подумал? Я вроде все предусмотрел, все продумал и забыл один момент: зарядить аккумулятор от переклюка. И сейчас прямо надо проверить его заряд. Если там, не знаю, меньше половины, то этого не хватит. Ман, опасная фигня. Он почти полный. Вон показатели. Вот это вот переклюк, вот это руль, правый и левый тут по батарейке. И вот это Power Meter. Я им вообще не пользуюсь. Короче, все зеленое, все фоль. Даже очки не одеваю, так вижу. Отлично, погнали дальше. Я вот в таком вот в живописном парке, прямо у побережья моря. Вот там море. Аккумулятор, конечно, не просто так оказался заряженным. Я его заряжал недавно. Но для таких путешествий недавно не катит. Надо вчера. А я его заряжал там недели 2-3 назад.
уже активно катал. Ну, он почти полный, блин. Красавчик. Его на самом деле надолго хватает. На месяца. Так, мне вот эта дорога вообще не нравится. Смотрите, какая красота. Там внизу море. Обрыв такой крутой. Очень красиво. Там вообще дальше я буду вдоль моря ехать все время. А здесь... Капец, когда на карте показывает еще 4,5 часа до цели, это немного пугает. И это только туда, а обратно намного медленнее едешь, намного чаще останавливаешься. И там уже не будет не 7, а 9 часов как минимум. Сейчас, кстати, я посмотрел время 7 утра. Что скоро Ира проснется. Почему-то рюкзак перестал давить, мешать. Цифры, конечно, безумные. Я так еще не ездил. 4 часа 22 минуты до цели. 85 километров. Само по себе 85 километров это уже очень много. И это только в одну сторону. Типа туда я должен приехать в 11:30. Не, ну это-то я осилю по-любому. Там могу сесть на поезд и поехать домой. Но это как-то будет не очень. Versprechen alles und geben nichts, doch wir brauchen deine Stimme. Wir zählen auf dich, wir werden dich betrügen, uns Tränen wenden, alles limitieren. Und wer sagt dir, was uns schwächen? Alles, was wir wissen, ihr lügt und das beschissen. Wir sind nicht länger still, macht für den, der sie nicht will. Und wir schweigen, egal wie sie entscheiden. Wir sind nicht länger still, macht für den, der sie nicht will. An der Front für die Nazis, Zugspitze für die Stasi. Und heute heucheln sie Demokratie. Ein trostloser Haufen, der uns regiert, der Gesetze verstemmelt und nur für sich interpretiert. Wir werden dich betrügen, uns Tränen wenden, alles limitieren. Вышка со временем ГДР. Советская вышка. До сих пор осталась. Вон справа. Я не помню, что я в прошлом году, в прошлый раз тропинками ездил. Так что, друзья, суммарная скорость будет не ахти какой, а тупо езжу по тропинке по лесу. Какая-то хуйня. Мне не нравится это. Так, вот вроде выехал. Ух ты, блин, на что там наехал. Нормально, только я мог бы его, в принципе, вокруг объехать, ну ладно. И не мучиться. Половину пути почти проехал. Что-то где-то сейчас в районе 55-60 километров. Пора сделать паузу и затариться углеводами. Какой-то скамейки живописной хотелось бы. Хочется настоятельно настойчивого молока. С
сладости с молоком, потому что сладости с водой как-то не очень. Ну или кофе на крайне. Я понимаю. Так. Куда ты меня ведешь, собачка? Пока полюбуйтесь тачкой. Мне надо настроить навигацию. Не пойму, куда ехать. Вроде бы прямо. Но там нарисован тупик. А нет, для велосипедистов дальше есть проезд, проход. возможностей или невероятности. Я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас
сейчас помню ту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренеров в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал: жажды, я не испытываю голода. Я хотел бы вернуться на землю, да нету повода, вдох-выдох. В космосе здорово, так тихо и холодно. Я не чувствую жажды, я не испытываю голода. Я хотел бы вернуться на землю, да нету повода, вдох-выдох. В космосе здорово. Система охлаждения молится монотонно. Моя ракета медленно падает в высоту. Так, проверка камеры. Уже в желтом бирахе аккумулятор. Еду вдоль моря. До Висмара еще километров 10. И будет 100 километров. Полет нормальный, хоть и начал уже потихонечку уставать. Ветер непонятно какой. Вроде бы боковой, но вроде бы и в спину. То есть подозреваю, что на обратном пути будет охереть как тяжело. Я неправильно посчитал. На знаке стоит до Висмара 20 километров еще. 78 я проехал. Да. Ну да, и до Ширина потом 27, типа того. Окей. Остановился передохнуть. Люди приехали, вон на машину оставили и пошли к морю. Вон они идут к морю. Поприсматривались ко мне. Представляю ли я опасность для их машины. Так посмотрели. Типа велосипедист. Наверное, не опасно. Но на ней идут морем. Здесь настолько красочно, даже живописно. Это не передать словами. Маки, поля и море. Красота неимоверная. Вот они ехали, не знаю, что у них за номера, но поздоровались по северному. Моин. Наверное, какие-то местные все-таки. Мне еще до Висмара, оказывается, 20 километров, и еще потом почти 30 до Ширина. Майндбот. Даже начинаю вставать. Выбрал тактику чередовать музыку, потом аудиокнигу, и потом вообще ехать без наушников какое-то время, чтобы вот не все время что-то долбило в уши, потому что устаешь. И так вот, а в тишине ехать очень монотонно и скучно. Книга, блин, уже перестаешь по-немецки, перестаешь понимать, когда долго ее слушаешь, тоже, в общем, буду чередовать. Сейчас поеду без наушников. Что он там меряет? Толщину этой краски меряет. Так, смотрю, там дорожка так-то есть. Что я еду по дороге.
хотя я не видел таблички города, но, по-моему, это уже начался Висмар. А это значит, что сейчас в центре города будет ровно 100 километров. Полет относительно нормальный. Ну, конечно, там тут уже побаливают мидглиды эти. Ну, в целом 150 точно проеду. 200, наверное, тоже. 250, не знаю, пока не знаю. Ветер какой-то сумасшедший. Не уверен, что осилию его в обратную сторону. Не, а вы молчите. Какие мидглиды? Глиды просто. Мидглид это участников. Глид это член. Глиды, я не знаю, как это окончание. Это члены. Ну, то есть имеется в виду не те члены, а члены тела, руки, ноги, голова и т.д. Там сделаю паузу минут на 15. Там решили. Невозможно заехать в Висмар и не поснимать Хафен, не посидеть в Хафене. Съем свою сосиску, еще покупать не буду. Это 17 еще 17%. Короче, друзья, приземлился я здесь в Висмаре. Не знаю, почему не ровно 100 километров получилось, от 97. Где-то я срезал кусок, похоже. В общем, вот такая вот история. Сейчас духовую стиску. Такие вот парусники шикарные стоят. Мне кажется, я до этого ничего не снял. Здесь вообще был вид такой классный, но парусник все загородил. Вон там какое-то еще судно пассажирское большое стоит. Тут тоже парусник. Там, короче, сейчас здесь какой-то праздник города прямо в Хафене. Прикольно. Короче, не знаю, может здесь сидеть нельзя, но здесь все перегородили. И возят экскурсии на парусник. Вон люди пришли, из-за забора спрашивают этих чуваков, что почем. Я такой заехал сюда. Ветер капец, только что валялся мой велосипед. Не знаю, почему мой велосипед валялся. Потому что додвижи. Отперлись на него и шатали походу. Но это не так. Интересный кораблик такой. Маяк наверху, что ли, на нем. Такого еще не видел. В общем, поплавать было бы тоже, наверное, интересант. Тоже какой-то старинный, явно такой клепанный. Офигеть. Что это у него впереди там, господи? Посмотрите. Что это у него, кто знает? Напишите в комментариях. Тут торпеды выпускать или что? Охренеть, сколько у меня уже моему YouTube каналу 5 лет. И через одно видео я прошу что-то написать
в комментариях. Еще никто ни разу ничего не написал. Ну, я не имею в виду Альгемайн, вообще комментарии. А когда я просил там, типа, спрашивал или что-то, типа, напишите в комментариях. За 5 лет пока что еще никто ничего не писал. Не вообще комментарии, а по моим просьбам. По моим вопросам. А, ладно, поехал я. Чего вы все не на работе? У меня отпуск. Чего вы здесь шляетесь? Это еще сейчас нормально немного. Потому что еще 11 нет. Эти вообще чемоданами куда-то собираются прямо отсюда открывать, походу. Всякие индусы, арабы, они всегда ходят с телефоном в руке и разговаривают по нему. Не перестают общаться. Ни на секунду, мне кажется. Они всегда идут с телефоном. Поросята. Ну вы и поросята. Нет, это не поросята, это бычки. Алло. Поросята. Разделся я. Снимаю кофту. Свои шикарные велосипедные штаны вот спустил на низ, даже снимать их не буду, потому что, наверное... Все, друзья, не знаю, аккумулятор сел, поэтому я иногда повторяюсь. Зарядил новый аккумулятор. Разделся я максимально, вот свои супер-пупер велосипедные штаны. Отделил и даже эту часть нижнюю даже не стал снимать, вот так поеду, попробую, как вообще будет. Если будет жарко, то сниму. Пока что вот так поеду, уже подозреваю, сейчас будет там ветрено капец как. И сейчас подозреваю, будет сейчас замерзну. До Шверина осталось километров 20. Уже особо снимать ничего не буду, в Шверине поснимаю, чтобы оставить аккумулятор на обратный путь. Что голова как-то побаливает слегка. И уже на обратном пути, чтобы хватило аккумулятора, снять мое нытье, потому что я буду уже ныть, скулить на обратном пути. Стопудово. Уже так, довольно-таки уже так чувствительно уже. Еще 20 километров осталось. Где-то 110 я проехал. Погнали. Просто точно видео снимаешь? Проба, раз, два, три. Вроде видео. Все, окончательно разделся. Кофту запаковал уже в рюкзак. Короче, все ништяк. Только футболка под рюкзаком, спина вся мокрая насквозь. Что неудобно. Надо такой подсидельный такой банан купить, который огромный. На 10 литров и туда все паковать. Конечно, с рюкзаком ездить это полная. Спина мокрая, караул. Все, последняя съемка перед Шверином. Тут уже вообще фигня осталась до Шверина.
вокзала проезжал, такой думаю, блин, сейчас что готов 7 часов, 8 часов сейчас ехать. Такой, по-моему, нет. Я обленился, лень мне ехать. Я просто так прикинул, вот я приеду к часам 10, просто не приеду, а приползу. Нафиг, блин. Сейчас сяду себе на поезд. Доеду. Сдулся я, решил на поезде поехать. Вот взял себе вон кофе, гляс 2. В 15:38, по-моему. Что написано? 15:29 Пархим. Окей, мой вроде 15:38. Опять же поеду на этом дочном тикет. За велосипед заплачу 7 евро. Что-то как-то лень мне ехать. Жопа прям. Локоть болит, жопа. Короче, попью кофе сейчас, подожду поезд. И поеду домой. Там, правда, с пересадками. С одной пересадкой в Ростоке. Посмотрим, как оно все получится.